Начало раннего доступа в танки классику. Когда же, друзья, уже откроется тестовый сервер? Ведь ранний доступ уже в активной фазе продажи. Я думаю, что уже многие игроки приобрели данные спецпредложения. А прошло уже, друзья, больше половины мая. А закрытый тестовый сервер для игроков, которые приобрели данные спецпредложения, так еще и не открылся. Сразу, друзья, попрошу поставить лайк на это видео. А в конце этого видео, друзья, будет очень интересная информация для моих зрителей. Да и вообще для зрителей, кто играет в танки онлайн. Напомню, что ранний доступ у нас продается, друзья, в сроке с 25 апреля по 30 июня. Это означает, что уже остается, грубо говоря, месяц до окончания продаж предложений. Но это не означает, что тестовый сервер будет проводиться после указанных сроков продаж. Нет, ни в коем случае. Как разработчики, друзья, я вам напомню, нам рассказывали, что следить за сборками, за первыми сборками танков классики, старых танков онлайн нужно в их соцсетях, потому что видеоблог следующий выйдет аж 29 мая. Ну, грубо говоря, еще полмесяца нужно ждать этот видеоблог. Ну, а перед ним какую-то первую сборку, информацию мы должны увидеть в соцсетях. Ну, конечно, будет грустно, если так не произойдет, как обещали разработчики. Просто это их же слова с их же видеоблога, что, да, должны показать нам в соцсетях это все дело. Но если такого не произойдет, ну, просто у меня уже такое, знаете, закрадывается мысль, что не будет теста у нас в мае. Хотя изначально казалось, что он будет даже в первой половине, исходя из тех новостей, которых нам предоставляли разработчики-то. Но еще не все потеряно, еще есть время. Я все-таки думаю, что в скором времени какой-то пост внезапно появится в соцсетях разработчиков. Ну, естественно, вы самые первые узнаете, если что-то там появится вообще. Открытие теста, не открытие, участие в голосованиях. Ну, просто уже столько времени прошло, могли бы мы уже с вами, наверное, и в голосовании поучаствовать потихонечку. Хотя бы в моментах, которые не требуют, да, тестирования. Но я так понимаю, что момент с голосованием, друзья, будет именно связан с закрытым тестом. Что голосование будет проводиться именно по тем фичам, которые будут тестироваться на закрытом тестовом сервере игроками, купившими ранний доступ. В общем, друзья, по дате выхода предварительно, значит, я думаю, что это будет, ну как, хотелось бы надеяться, что это будет май, но по ощущениям, что это уже будет в июне. Первые тесты. Хотя в июне, друзья, вот тоже, знаете, спорно выпускать первый тест закрытый, потому что в июне у нас ожидается день рождения танков. И видеоблог 29 мая будет, скорее всего, приурочен к этому событию, ко дню рождения танков онлайн. И проводить ли тест одновременно с таким событием, что у нас будет два инфоповода? Тут еще вопрос, какой инфоповод будет популярный среди игроков, да? Пока, короче, друзья, сомнительно это выглядит именно что касается начала июня. Но вот вторая половина мая, конец мая, как будто вот должны что-то уже сделать, друзья. Пишите ваше мнение в комментариях, как вы думаете, когда на самом деле-то откроют разработчики уже ранний доступ? Будет ли это в мае или это уже будет только в июне? Ну, кстати, что касается июня, вторая половина июня уже на самом деле подходящая будет, когда уже день рождения танков отпразднуется, да? Инфоповодов каких-то крупных не ожидается по танкам онлайн. Самое время как будто бы тестировать танки классику, старые танки онлайн. Ну, в общем, пишите ваше мнение, друзья, как вы думаете, когда откроется у нас ранний доступ. Все комментарии обязательно посмотрю. И, друзья, возможно, именно вы угадаете дату начала раннего доступа. Давайте даже вот так сделаем. Кто угадает первый, тот получит от меня премиум аккаунт, подписку. Но если вы не играете в танки онлайн, то получите подписку в танк классик на будущее. Просто я буду вам должен, друзья, эту подписку. Поэтому, кто угадает, вот прям вот первый, кто угадает, чтобы не было повторов, например, вот напишите. Танки классика, я думаю, начнется 22 мая, например, да? Если ваш комментарий будет 22 мая уже написан, да, не изменен, я увижу, что вы угадали, то вы получите свой заслуженный премиум. Давайте такой вот с вами интерактивчик устроим. Что касается, друзья, еще вот по поводу вообще новых новостей по танкам классики. Пока что нет, пока тишина, затишье. Но для вас стараюсь все-таки я вот радовать вас контентом. Кто про классику ждет новостей, информации какой-то, предлагаю вот помимо обсуждений с датой выхода рассмотреть последние известные детали, новости, естественно, актуальные на сегодняшний день. В прошлом ролике мы там частично рассматривали некоторые самые популярные вопросы. В этом ролике давайте начнем дальше рассматривать, в том числе вот вопрос, который вы писали в комментариях. Для многих из вас эти вопросы будут очевидны, поэтому если вы там супер эксперт, который все знает, можете на этом моменте видео отключать, хотя можете пока не отключать, можете перемотать на конец, потому что в конце будет интересная информация. Для всех остальных, друзья, давайте переходим к этим вопросам. Ну, первый, будет ли танки классик на телефоне? Такой один из самых популярных вообще вопросов, и на стримах задают, и в комментариях под видосом пишут, друзья. Во-первых, танки классик будут на телефоне. Запомните, друзья, уже, что танки классик, они выйдут на телефоны. Но тут вытекает второй вопрос, а будет ли ранний доступ и тест
тестовый сервер проводиться-то на телефонах? Можно ли будет принять участие, да, через телефон, через iOS, через Android? Да, друзья, можно будет и на iOS, и на Android поучаствовать даже на раннем доступе. Орех на форуме подтвердил этот момент. Тестироваться классика будет в том числе и на мобильных устройствах. Дальше еще такой вот вопрос спрашивают, будет ли Juggernaut, друзья? Но судя вообще по видеоблогам, по картинкам, вот, которые представляли нам интерфейс там в классике, да, там можно было обратить внимание на то, что там присутствует иконка Juggernaut, действительно. Из этого можно сделать вывод, что Juggernaut будет в игре присутствовать. Ну и судя по той же концепции, да, что танки онлайн Classic — это огромная солянка всех танков онлайн с 2009 по 2020 год, и в этот промежуток попадает и Juggernaut, и я думаю, что Juggernaut там можно будет создавать. Следующий, друзья, вопрос. Будут ли микропрокачки? Друзья, сразу скажу, микропрокачек не будет. Нет, вообще не будет и не планируется. Будет ли Страйкер, Магнум и другие новые пушки и корпуса? По поводу Страйкера, вот тоже интересный момент. Изначально он не планировался, но в видеоблоге временно его вставили, да, вот в список доступных пушек. Я думаю, что Страйкер, он на первых порах будет на тестах, по крайней мере на тестах он будет присутствовать, да. А после теста разработчики предложат проголосовать, оставлять ли пушку в игре, убирать ее из игры. Я думаю, вот мы с вами это и решим, останется он или нет. Но я бы не хотел, например, чтобы Страйкер был, потому что Молот и Вулкан, я думаю, что это вот последняя грань пушек, которые должны присутствовать в танке классики. А что касается, друзья, Магнума, других новых пушек, таких как Скорпион, Тесла, но это уже абсурд, таких пушек точно там не будет. Но только если, конечно, не сойдут игроки с ума, попросят Орехов добавить в голосование пушку Теслу, летающие корпуса в виде хоппера, чтобы он вынес их на голосование, и мы проголосовали за Теслу с хоппером, например, да, в классике. Но нет, друзья, это все, конечно, юмор, все шутки. Орех, он тоже по этому моменту уже отшучивался. Он говорит, что голосований за ховер-танки, ну, за летающие танки, не будет даже вообще в принципе. Поэтому вопрос стоит лишь в том, будет ли Страйкер в игре. Пока вот это актуальный вопрос, на который мы с вами повлияем в процессе голосования. Также вот многие спрашивают, какое же будет последнее звание-то в игре. Просто где-то информация есть, что будет Маршал, где-то что Генералиссимус, где-то что Легенда. Друзья, последняя актуальная информация на сегодняшний день, что последнее звание будет Легенда. Последнее звание в танках Classic — это Легенда. По поводу линейки вооружений. Тоже вот многие спрашивают, как же все это будет работать. Постараюсь вкратце вам ответить, чтобы на этом прям большой акцент не делать. Да, действительно, будет две линейки вооружений в танках Classic, как это было в танках онлайн до ребаланса. Если в танках онлайн до ребаланса эти линейки можно было реально вот разделять на слабые пушки и на сильные пушки, то здесь все пушки будут одинаковые, то есть равны. Грубо говоря, если вы покупаете Смоку М3, а потом вы покупаете уже из второй линейки пушку, например, Гром М3, то у вас они по мощности будут одинаковые. Просто это разные пушки, но у них будет одинаковая мощность, да? Как это было вот в танках онлайн 2015 года, где на последних званиях все пушки уже имели равную силу. Единственный момент, друзья, что вот пушки второй линейки вы не сможете приобретать на начальных званиях. Вам придется качаться до определенного звания. Там, например, Фриз открывался, насколько я помню, с Уоррента 2 в старых танках. Викинг М0 открывался с Уоррента 1. То есть к этому моменту вы можете уже Смока М3, друзья, иметь к первому Уорренту, да? И Васп М3, например. И если там уже на первом Уорренте кто-то купит, ну, на ваших званиях будет, да, там на первом Уорренте играть Фриза Викинг, ну, на втором Уорренте, да, то вы будете сильнее Фриза М0 и Викинга М0. Раньше это было не так, потому что вторая линейка, она отличалась. Я так понимаю, просто на первых порах надо будет играть на пушках первой линейки, чтобы комфортно себя чувствовать на высоких званиях. А когда уже прокачаетесь, там дойдете до первого М3 вооружения второй линейки, можете потихонечку пересаживаться на другие пушки. Самое главное, что вот в конце концов, да, в конце игры, на финальном звании у вас все эти пушки будут доступны, и у всех они будут иметь одинаково мощный баланс. Не будет такого, что какие-то пушки будут неиграбельные, и которые просто вам придется выкинуть на мусорку. Нет, все пушки будут идентичные по балансу. По поводу экономики также, друзья, туда же вот в момент до ребаланса можно записать. Экономика будет доребалансовская. Все цены, которые были в игре в 2011-2012 году до ребаланса, они будут точно такие же и в танках Classic. Разработчики про это говорили. Это, кстати, один из интересных моментов, что цены действительно вот будут прям точь-в-точь такие же. Если найдете на просторах интернета там картинку, сколько стоит Смока с Васпом, то точно такие же цены будут и в классике. Единственное, только по поводу фондов, разработчики нам сказали, что фонды будут не точно такие же, как были до ребаланса, а они будут увеличены на 25%. На 25% фонды будут больше. Это плюс, друзья. Чтобы вы понимали, до ребаланса фонды, они и так быстро росли, там они были большие, голды в 700 фонда можно было быстро нафармить. Да, вообще, в принципе, кристаллы было копить интересно, а тут будет на 25% больше. Ну, а по поводу вопроса, когда начнется тест, друзья, вот да, я уже попросил вас написать в комментариях, как вы думаете, в плане розыгрыша, кто угадает. Еще раз, я думаю, что это будет конец
конец мая, либо уже, если в мае ничего не будет, то это будет вторая половина июня. Ну, либо, в общем, промежуток после дня рождения танков. Там число уже 10, вот так вот, 15 июня. Думаю, что примерно в эти вот сроки с большей вероятностью откроется ранний доступ для нас с вами. Но когда сама игра уже выйдет, друзья, в июле. Возможно, даже 1 июля, 2 месяц июль. Пока предварительно такое есть предположение, судя по датам, да, вот указанных в раннем доступе. С 25 апреля по 30 июня тест, где мы уже к этому сроку, к 30 июня должны за все будем проголосовать. Я просто не знаю, когда мы все это успеем сделать. Уже бы надо начинать. Но, в общем, после раннего доступа стартанет уже и официальный релиз. Так, мы, друзья, еще перед официальным релизом, вы не забывайте, что ранний доступ — это не только участие в тестовом сервере. Ранний доступ — это еще ранний доступ к игре, к самой. То есть для нас с вами, кто купили предложение, мы сможем уже играть в танки классику за какой-то определенный промежуток времени до официального выхода, который мы пока с вами не знаем. А остальные игроки, которые не приобретают предложение, будут ждать уже только официальный релиз. В общем, ожидаем, надеемся, чтобы танки классика вышло как можно скорее. И вот, друзья, новости новых танков онлайн. Ну, что касается новых танков, майские праздники у нас идут. Спецпредложения, по-моему, мы с вами уже рассматривали в каком-то видеоролике по обновлениям, да, в танках онлайн. Ну, для вас есть интересная новость, вот, которую я обещал вам рассказать к концу этого ролика. Битва ютуберов, друзья, битва ютуберов возвращается, в которой я приму участие. Всех приглашаю на канал в субботу, друзья, 17 мая в 20:00 по московскому времени. Где пока начнется битва, не знаю, но, возможно, у меня на канале будет стрим. Возможно, это будет трансляция на Твиче, на официальном канале Танков Онлайн. Пока про формат, друзья, вам ничего не буду говорить, но битва будет интересная. Будет формат не такой, который был в предыдущей битве ютуберов. Формат будет немного иной. Надеюсь, вам всем понравится, друзья. Также, помимо этого формата, на розыгрыш для вас, для моих зрителей, будет предусмотрен легендарный ключ, если наша команда в битве ютуберов победит. Поэтому, друзья, с вас нужна только максимальная поддержка. Потому что если победим мы, победите и вы, и получите легендарный ключ на розыгрыш. Ставьте, друзья, лайк на это видео обязательно. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Вступайте в телеграм-канал мой, ссылка в описании. Вот там в ближайшее время скоро появится уже более конкретная информация, что из себя будет представлять битва ютуберов. Ну, по дате я вам сказал, поэтому тоже это учитывайте. Но уже дополнительная информация будет в телеграме. Ну, либо в дискорде, в общем, куда удобно, подписывайтесь. Все ссылки есть в описании. Также, друзья, не забывайте ставить тег создателя контента ник 10 в настройках вашего аккаунта. Перед началом битвы ютуберов, если у вас так это не стоит, друзья, он должен по-любому стоять в настройках вашего аккаунта. Поверьте, я почувствую, если вы его поставите, и тогда вероятность в победе в этой битве увеличится. Всем спасибо за просмотр.